Долина за поселком утопала в зелени. Вита вышла из избы на рассвете, прошла по дороге до конца поселка и свернула вправо, перед большим пшеничным полем. Узкая тропинка петляла и извивалась. Все было затянуто туманом. Девушка хорошо знала дорогу. Она с малых лет бегала сюда за ягодами. Но сегодня все было не так. Слишком густой туман. С каждым шагом ноги все больше в нем вязли. Она пыталась высоко поднимать ноги, но и туман поднимался выше. Она попыталась бежать, но невидимые веревки оплели ноги и не давали этого сделать. Медленной шаркающей походкой Вита продолжала идти вперед, сильнее прижимая лукошко к груди. Она чувствовала, как быстро стучит сердце, как от страха расширяются ее светлые голубые глаза, как паника поднимается от ног и распространяется по всему телу, заставляя его подрагивать, как в конвульсиях. Постепенно идти становилось легче. Она вышла на открытую поляну без тумана. Казалось, какая-то сила защищала это место невидимым щитом. А впереди, за кустами малины, она услышала дивную песню. Подойдя ближе, она увидела 3 девушек, одетых в белые длинные рубахи. На головах у каждой были венки из одуванчиков, а на талиях были тонкие красные пояса. Они ходили по кругу, держа друг дружку за руки, и пели песню, слов которых девушка не могла разобрать. Они взяли Виту за руки и закружили по кругу. Девушки двигались все быстрее, пока у нее не закружилась голова. И разорвав круг, она упала на спину, задыхаясь от счастья. Девушки сели возле нее, начали гладить руки, плечи, волосы. Вита закрыла глаза, полностью отдаваясь удовольствию. Она чувствовала, как они связали ей руки и ноги. Нужно было паниковать, попробовать разорвать веревки. Но песня, которую девушки пели, наполняла сердце радостью. Вдруг песня оборвалась, и она услышала голос, низкий, скрипучий. «Отойдите, она моя». От неожиданности Вита открыла глаза. Над ней склонились старухи с ободранными лицами. На их лысых головах без ушей и глаз были вырезаны руны. Они скатились на нее своими беззубыми ртами, а на лицо капали слюни из крови и гноя. Вместо корон из одуванчиков на их головах были венки из ушей и глаз. Вита попыталась кричать, но мокрая от крови и желчи рука легла ей на лицо, крепко обхватив рот и нос. Перед тем, как потерять сознание, она увидела перед собой демона, который был в капюшоне, а под ним было срезанное кровоточащее лицо с белыми пустыми глазами. Вита очнулась у себя в хате. Сильно болела голова и низ живота. Она медленно встала и прошла в коридор. Около порога стояла полная лукошка ягод. Что с ней произошло, она вспомнить не могла. Вдруг резкий спазм скрутил живот. Она выскочила во двор, и ее вырвало прямо на пороге. Когда ей стало плохо 3-й раз за день, Вита поняла, что беременна. Она помнила прогулку за ягодами, помнила туман, помнила девушек, с которыми танцевала, и все, больше ничего. Она еле нашла в себе силы, чтобы пообедать, а потом прошла к кровати и легла спать. Ночью девушка проснулась от голода, прошла на кухню и взяла со стола краюху хлеба. Она попыталась ее проглотить, но тут же выплюнула и услышала голос в голове. «Нужна другая еда, живая». Она вышла во двор, подошла к колодцу. Возле него всегда было много лягушек. Она взяла одну в руку, но никак не могла заставить себя ее проглотить. А голод становился все сильнее. Сильная боль пронзила низ живота. Ребенку нужна еда.
Закрыв глаза, она откусила голову у лягушки. Сразу по губам и подбородку потекла холодная, липкая и зеленая сукровица с частями кишок. Вкус ей напомнил куриную ножку. Когда она съела несколько штук, спазмы прекратились. В животе заурчало. Ребенок был доволен. Вита зачерпнула воду из колодца, умылась, сняла забрызганную потрохами одежду и пошла спать. Постепенно она перестала выходить на улицу днем. Под солнцем ее кожа покрывалась большими красными волдырями. Обычная еда больше не доставляла удовольствия. Комом становилась в горле, превращаясь в колючий репях. И каждую ночь голод толкал девушку во двор искать пропитание для себя и ребенка. Если раньше можно было ограничиться несколькими лягушками, то с увеличением живота требовалось больше еды. У соседей в клетках жили кролики. Вита тихо, как змея, пробиралась через огород к ним во двор. Собака хорошо знала ее запах, поэтому лишь приподняла вытянутую морду по ветру и тихо заскулила. Открыв клетку, девушка схватила самого большого за уши и тихо выскочила из соседского двора. Положив его на разделочную доску и держа за уши, она разрубила его пополам и начала выгрызать куски мяса, слизывая с рук потеки крови. Шкурку она зарыла на огороде. Так продолжалось, пока соседи не начали закрывать клетки и сараи на замок. Еды в округе не было. Сильные спазмы скрутили живот. Вита сидела в углу, держась за живот и дико крича. Тут она заметила движение под кроватью. Это была большая крыса. Вита бросилась на кухню и достала из холодильника колбасу. Отламывая по маленькому куску, она начала подманивать к себе такую желанную еду. С каждым брошенным куском крыса подходила все ближе. В быстром яростном прыжке девушке удалось схватить ее за туловище. Но крыса дала настоящий бой. Извиваясь, она то и дело кусала руку. Вита схватила ее двумя руками и начала выворачивать. С хрустом разорвав пополам тело, начала жевать вместе со шкурой. Крыса лишь ненадолго заглушила голод. Понемногу спазмы возвращались. До ее слуха донеслось жалобное мяуканье. Держась за живот, она вышла на улицу. Соседская кошка сидела около крыльца, вылизывая лапы и шерсть. Слезы потекли по девичьему лицу. Она была благодарна и даже не понимала, кому, что послал ей эту еду. Но под толстой шерстью и шкурой оказалось слишком мало мяса. Уже на рассвете она вымылась у колодца и пошла в хату. Днем вся в слезах пришла соседка. Рассказала, что ее мама умерла ночью и как назло пропала кошка. Она хотела попросить Виту помочь с поминальным обедом, но, видя ее состояние, быстро попрощалась, вышла во двор и пошла по поселку, разнося дурную весть. Вита знала, что умерших обмывают и оставляют одних до следующего дня. Она с нетерпением ждала ночи, когда сможет пробраться и утолить ненасытный аппетит ребенка. Ночью, как мышка, она проскользнула в соседский двор и пробралась в хату. На небольшом столе, обложенная травами и цветами, лежала старая женщина. Все ее тело было желто-синее. От газов живот начал раздуваться. Вита начала свою трапезу с ног. Откусывая по большому куску, она долго пережевывала тугое старческое мясо. После смерти кровь из тела ушла, и мясо было очень сухим. Но главное, чтобы ребенок был сыт. Она полностью отгрызла бедро и приступила ко второму. Вдруг что-то влажное начало стекать по ее бедрам. Вита никогда не присутствовала на родах и не знала, что делать, но понимала, ребенок вот-вот родится, и быстро направилась к себе домой. Больше 6 мучительных часов
продолжались схватки. Мокрая, залитая потом Вита кричала и тужилась, иногда проваливаясь в забытье. И лишь очередная схватка заставила открыть глаза и продолжать. С потоком внутренних вод и крови младенец наконец вышел из нее с громким плачем. Это был мальчик. Вита рыдала от счастья. Трясущимися от усталости руками она подтянула к себе перепачканного кровью ребенка и перегрызла пуповину, перевязав ее вырванным локоном волос. Тут малыш открыл глаза и зашелся громким плачем. Вита прижала его к своей груди, но он никак не хотел сосать, выплевывал и кричал. Тогда девушка набрала в ладошку крови, которая растекалась по кровати. Малыш с удовольствием стал пить и громко причмокивать. Затем уснул на плече матери. В хате стало очень холодно. Вита открыла глаза, вся дрожа. Ребенка рядом с ней не было. Испуганно она начала озираться вокруг и услышала шорохи на кухне. На трясущихся от усталости ногах она прошла через коридор, но силы покинули ее, и уже ползком она добиралась до двери. На столе лежали два младенца, но у одного был распорот маленький животик, а второй ребенок, жадно чавкая, поедал внутренности вместе с кровью. На лавке сидела тень в капюшоне и смотрела на Виту своими холодными глазами. Она услышала голос у себя в голове. Они уже близко. Тебе не простят того, что ты сделала. Твоего сына зовут Виктор. Его воспитает другая семья, а ты умрешь. Бережно взяв маленького Виктора на руки, он растворился в тумане. И сразу же с дикими криками в дом ворвались разъяренные односельчане. Перед их глазами на кухонном столе лежал мертвый младенец. На распоротом животе были следы укусов. Рядом сидела Вита, вся забрызганная кровью, с дикими, обезумевшими глазами. Из последних сил она бросилась на крестьян, но они схватили ее и начали избивать и ломать кости. Затем вытащили во двор, обложили дровами и сожгли. А за сотни километров от поселка медсестры нашли в Лукошке мальчика возле входа в родильное отделение. На записке было лишь имя – Виктор.